Уважаемые коллеги, я рад приветствовать в нашей студии замечательного человека. Чтобы это понять, мне хватило с Исмаилом Алиевичем примерно 5 минут общения. Руслан Курбанов. Самая главная характеристика этого человека – глубокий, вдумчивый специалист по кавказским проблемам. Спасибо. Поэтому, Руслан, я бы предложил вам сегодня несколько необычную беседу, во второй части которой журналисты, присутствующие здесь, могут задать вам вопросы. Ну, а нам с вами организовать такой обмен мнениями по темам, которые, что меня очень порадовало, вынесены у вас на визитке. Кавказ, традиция и модернизация. Мне лично кажется, что эта тема в ближайшей, скажем, может быть, среднесрочной перспективе, она будет доминирующей для судьбы не только Северного Кавказа, но и всей России. Что вы вкладываете в понятие, или в соединение, точнее сказать, традиции и модернизации? Возможно ли это? Я убежден в том, что это не только возможно, но это единственный путь развития Кавказа и в новом времени, и в составе российского государства, и в более, так скажем, широком окружении стран и народов. Дело в том, что Кавказ – это глубоко традиционное общество, и он таковым был всегда, вне зависимости от того, какой Кавказ – это мусульманский, иудейские какие-то вкрапления в кавказское общество, или это христианский Кавказ. И исторически так сложилось, что он был на грани, так скажем, на рубеже цивилизации, и он всегда был вынужден очень живо реагировать на какие-то исторические изменения. То, что происходит сегодня на наших глазах в мусульманской части, именно Северного Кавказа, стремительная либерализация, форсированная нравов, традиций, кодекса поведения, распад традиционного общества, традиционных ценностей приводит к тому, что со стороны кавказской мусульманской молодежи идет ответная, агрессивная, радикальная реакция на то, чтобы остановить эти процессы и повернуть их вспять. Вот это пример, так скажем, не самый удачный и, к сожалению, сегодня кровавый, так скажем, насильственной либерализации кавказского сообщества. Я против этого. Я выступаю за то, чтобы Кавказ сохранял свой традиционный облик, за то, чтобы он сохранял свою приверженность своим лучшим традициям. Мы здесь говорим не только о традициях гостеприимства, но и о традициях мужественности, женственности, отношения к старшим, отношения к своему соседу, даже к своему врагу. К сожалению, эти традиции сегодня утрачены Кавказом. Если мы будем сравнивать Кавказскую войну XIX века и то, что сегодня вот это кровавое месиво, которое мы видим на Кавказе, это небо и земля. И для того, чтобы нам сохранить Кавказ, для того, чтобы нам сохранить свою страну, я убежден, что Кавказ должен отстаивать свои традиционные ценности, но при этом эти ценности не противоречат идеалам и целям модернизации, которые провозглашены в нашей стране и президентом, да и, так скажем, диктуются нам темпами развития современного общества. И если мы окинем взглядом прошлое, ближайшее прошлое Кавказа, мы видим, что кавказское общество никогда не чуралось развития, никогда не чуралось модернизации, никогда не чуралось того, чтобы освоить самые последние научные разработки и технологии. Мы видим, что как только Кавказ попал в орбиту исламской цивилизации, он дал исламской цивилизации и обществу очень ярких ученых. Почему арабы-мусульмане называли Дагестан морем наук? Почему русские исследователи называли Дагестан таким каменным мешком, ущелье которого дали Кавказу огромное количество ученых и проповедников? Как только Кавказ соприкоснулся с русской европейской цивилизацией, он сразу же породил целую плеяду, целое поколение интеллектуальной элиты. Я говорю о кавказцах, генералах русской армии. Я говорю об ученых, которые заложили, так скажем, российское востоковедение. Я говорю о кавказских дворянах, о политиках, расцвет которых пришелся уже, мы увидели, в эпоху революции, когда была создана Горская революция, состоявшая из лучших представителей, Горская республика, да, состоявшая из лучших представителей кавказского социума. Даже после очередной катастрофы, после революции, гражданской войны и, так скажем, подавления кавказского и мусульманского духа
безбожным сталинским режимом, Кавказ все равно возродился из пепла и дал советскому государству, советскому обществу опять целую плеяду интеллектуалов и ярчайших лидеров. То же самое мы видим и сегодня. Какие бы кровавые эксперименты ни ставились над Кавказом, он все равно возрождается, он все равно на каждом новом историческом этапе старается идти в ногу с теми процессами, которые идут в остальной стране. И если мы сегодня все вместе, общими усилиями, создадим условия для того, чтобы кавказская интеллектуальная элита, амбициозная молодежь находила себе применение, чтобы она была сопричастна тем процессам, которые происходят сегодня в нашей стране, мы увидим, что кавказское общество, как неотъемлемая часть российского общества, может дать самых ярких представителей и российского социума, и политического класса, и экономической элиты, и стать в авангарде модернизационных процессов в нашей стране, при условии, что она будет оставаться кавказской молодежью, осознающей себя частью российского общества. Вы все время говорите о Кавказе и создается впечатление о Кавказе как о едином целом. А не идет ли сейчас процесс внутренней фрагментации? Не выделяются ли в нем какие-то зоны, где этот процесс модернизации идет быстрее или, напротив, медленнее? Насколько един целостный нынешний Кавказ? Вы знаете, Кавказ настолько противоречивый объект, да, что исторически в нем происходили такие процессы, которые говорили одновременно и о его единстве, и о внутренней противоречивости. Дело в том, что я могу смело говорить о том, что исторически на этом пятачке земли состоялась уникальная цивилизация, кавказская цивилизация. Но тем не менее Кавказ никогда не был однородным. Даже одна республика никогда не была однородной. Взять хотя бы, к примеру, Дагестан. Уникальный уголок земли, где огромное количество народов, более 40, где огромное количество религий, практически все монотеистические религии, да и другие религии, там зороастризм, какие-то остатки языческих культов до сих пор сохранились в Дагестане. Я уже не говорю о том, что даже мусульманская традиция никогда не была однородной в Дагестане. Там огромное количество школ, направлений и так далее. И если мы возьмем Западный Кавказ, Восточный Кавказ, мы видим огромную разницу между ними. И даже внутри одного народа идут такие процессы, которые говорят о внутренних противоречиях. Но тем не менее, так скажем, общая рамка цивилизационная, культурная, смысловая, духовная у Северного Кавказа, несмотря на конфессиональные языковые отличия, она все-таки существует. Все-таки каждый кавказец, вне зависимости от того, будь он абхаз, адык, карачаевец или дагестанец, там, лезгин, чеченец, он все равно ощущает себя в первую очередь кавказцем. Он ощущает эту общность ценностную, духовную, историческую. И в то же самое время в каждом ауле, в каждом районе происходят свои уникальные процессы. Допустим, то, что происходит на наших глазах в Чечне, сегодня в корне отличается от того, что происходит даже в братской Ингушетии. Почему Юнусбек Евкуров не может повторить то, что сделал Рамзан Кадыров, вывести из леса боевиков? Да потому что ситуация в двух братских республиках в корне отличается. Почему сегодня при всем желании кавказской молодежи получить такого президента, как Рамзан Кадыров в Дагестане, это невозможно? И мы не увидим появления дагестанского Рамзана Кадырова. Потому что, опять-таки, в двух соседних республиках, несмотря на то, что в Дагестане и проживает огромная чеченская диаспора, и несмотря на то, что Дагестан исторически был близок к Чечне, и даже они бились в одном ритме долгое время, в Дагестане реализация подобного проекта невозможна. И даже процессы деисламизации, которые мы наблюдаем в Дагестане, так скажем, в Южном Дагестане, Северном Дагестане, и процессы деисламизации, которые протекают на Западном Кавказе, в Адыгее, они совершенно в корне отличаются друг от друга. Вот, поэтому, когда мы смотрим на Кавказ как на единое духовное, культурное, смысловую целостность, мы тем не менее должны при ближайшем рассмотрении, при ближайшем приближении понимать, что за каждым из народов, за каждым из аулов кроется своя уникальная политическая, социальная, культурная история. И подходить к каждому из процессов, к каждому из явлений очень осторожно и предельно внимательно.